Когда речь заходит о настоящих внедорожниках, где важны не цифры в брошюре, а характер, выносливость и уверенность на любом покрытии, именно здесь появляется тот самый герой, который не просто играет по правилам, а переписывает их под себя. Havail H9 – это уже давно не тот самый ответ Prado или Pajero. Это история про эволюцию, где амбиции постепенно превращаются в опыт, а опыт – в уверенность. Машина, которая прошла путь от громкого заявления до полноценного игрока, способного диктовать условия в классе внедорожников. И вот сейчас, в конце апреля 2026 года, Havail делает следующий шаг. Обновленный H9 выходит на сцену не просто с рестайлингом, а с четким пониманием своих сильных сторон и работой над каждым слабым местом. За более чем десятилетие на рынке, начиная с 2014 года, H9 не просто закрепился в сегменте, он стал одним из его ориентиров, особенно в Китае. Более 200 тысяч владельцев по всему миру – это уже уровень доверия, который не появляется случайно. И речь здесь уже не просто о рестайлинге популярного внедорожника. Это фактически новая глава истории, в которой ставки становятся выше, а игра – серьезнее. Второе поколение Havail H9 вышло в 2024 году. И тут интересный момент. В некоторых странах этот внедорожник появился даже раньше, чем у себя на родине. В прошлом году он пережил обновление. Подтянули дизайн, освежили начинку и предложили 3 версии – 2 дизельные и 1 бензиновую. Но на этом история не остановилась. Но версия 2026 года уже заметно расширилась и стала интереснее по выбору. Теперь доступно сразу 5 комплектаций. При этом автомобиль сохраняет свою основу – рамную конструкцию и классическую внедорожную архитектуру, ту самую, за которую его и ценят. Снаружи – обновленный дизайн, более современный и уверенный. Внутри – переработанный интерьер и более продвинутая электроника, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям комфорта и технологий. И важный момент – внедорожник продолжает держаться за традиции и не уходит в полную электрификацию. Здесь по-прежнему делают ставку на проверенные ДВС. Дизель по-прежнему представлен в 2 версиях, а вот бензиновых стало уже 3, явно с расчетом на более широкую аудиторию и разные сценарии эксплуатации. Havail H9 2026 модельного года снаружи изменился и теперь в базе полный антихром. Вся внешняя декоративная отделка затемнена. Решетка, окантовки фар, элементы бамперов – все ушло в черный цвет. Машина визуально стала злее, увереннее, с характером настоящего рамного внедорожника. Передняя оптика тоже обновлена и стала мощнее. Световой поток теперь сильнее на 50% на ближней дистанции, а дальность освещения выросла почти наполовину. Для ночных выездов на бездорожье это критически важный показатель. Сзади – классическое решение настоящего внедорожника. Внешнее запасное колесо и доводчик двери багажника, который сам подтягивает ее и дожимает до полного закрытия. Добавили и удобства. Теперь есть выдвигающиеся электрические подножки, которые делают посадку и высадку заметно комфортнее. Габариты у автомобиля серьезные и формируют ощущение крупного, основательного внедорожника. Длина – 5070 мм, ширина – 1976, высота – 1950, при колесной базе – 2850 мм. По сравнению с прошлогодней версией, модель стала чуть выше, прибавка составила 20 мм. Колесные диски от 17 до 19 дюймов. Дорожный просвет увеличился незначительно и теперь составляет 226 мм. Геометрическая проходимость тоже на уровне. Угол въезда – 32 градуса, угол съезда – 26. Автомобиль способен преодолевать брод до 800 мм, что уже говорит о серьезной подготовке к сложным условиям. Но при этом буксировочные возможности одинаковые для всех до 2,5 тонн. Обновленный H9 сохранил свою классическую внедорожную основу. Здесь все по-взрослому, без компромиссов. Рамная конструкция, спереди независимая двухрычажная подвеска, сзади неразрезной мост. Полный привод работает через систему ТОТ. Электроника быстро и точно перераспределяет тягу между осями, подстраиваясь под сцепление буквально в реальном времени. В арсенале механическая блокировка центрального дифференциала M-Lock, плюс жесткие блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов.
Последнее идет в топе у обоих вариантов двигателей, остальные – за доплату во всех версиях. Для бездорожья добавили отдельные режимы – рок для каменистых участков и эксперт, который снимает электронные ограничения и позволяет машине действовать максимально свободно. С пробуксовкой и с контролируемым скольжением. Добавим сюда функции поворот танка и внедорожный круиз-контроль на низкой скорости, который берет на себя рутину на сложных участках. Салон Havail H9 2026 года ощущается так, будто автомобиль стал классом выше, не меняя своей сути. Пространства по-прежнему много, но теперь главное – это ощущение качества, которое считывается с первого взгляда и прикосновения. Новая цветовая гамма с глубоким красным оттенком добавляет интерьеру благородства и визуальной теплоты. Он не кричит, а именно подчеркивает статус. Мягкие материалы теперь охватывают практически все зоны контакта на дверях. Внутри появилась многоцветная подсветка, которая умеет подстраиваться под ритм музыки. Руль стал плотнее и массивнее по хвату, с анатомическими выемками, оценят те, кто любит съезжать с асфальта и чувствовать машину в сложных условиях. Центральный экран теперь вырос до 15,6 дюймов, получил более тонкие рамки и разрешение 2,5К, сменив прежний 14,6-дюймовый тачскрин. Система Coffee OS 3 работает быстрее и логичнее. Смартфоны интегрируются без задержек, а голосовое управление теперь разделяет пассажиров по зонам. Отдельное внимание встроенному Coffee GPT. Голосовой помощник может подбирать маршруты, объяснять сложные вещи. Работать как справочник и даже развлекать пассажиров в длинных поездках или в пробках. 一必备装备清单，车辆选择，优先考虑4驱车型，如哈弗 H9、坦克300等专业越野车防护装备。 Сиденья полностью переработаны. Поддержка поясницы стала точнее, наполнение плотнее и комфортнее. Есть вентиляция, подогрев и 8-точечный массаж, плюс память настроек. В Китае базовая версия идет в 5-местной конфигурации, а за третий ряд нужно доплатить около $1200. Багажник в 5-местной версии 791 литр, а при сложенных сиденьях второго ряда пространство вырастает до 1814 литров. Несмотря на обновление, Havail H9 остался верен себе, без попыток казаться чем-то другим. Это все тот же серьезный рамный внедорожник с понятной и проверенной техникой. Бензиновая версия работает с 2-литровым мотором на 224 лошадиные силы и 385 ньютон крутящего момента. В паре 8-ступенчатый автомат и полный привод. Разгон до сотни занимает около 11 секунд, максималка 180 км в час. При этом аппетит вполне адекватный, как заявляет производитель для такого формата. Примерно 10,7 литров на 100 километров. Но явно в городе эта цифра будет значительно выше. И что удобно, допускается бензин с октановым числом 92. Есть и дизельная модификация, тут 2- и 4-литровый двигатель на 186 сил и 490 ньютон-метра. Работает он уже с 9-ступенчатым автоматом. Динамика – около 14 секунд до сотни. Расход примерно 9 литров. Максимальная скорость – 170 км в час и тоже полный привод без компромиссов. Объем топливного бака – 78 литров у дизельного варианта и 80 у бензинового. Несмотря на суровый характер, H9 2026 остается вполне умным внедорожником. Здесь работает автопилот второго уровня, и он не просто помогает держать полосу. В систему добавили продвинутую интеграцию парковочного ассистента, который берет на себя самые неловкие маневры в тесных местах. Отдельного внимания заслуживает панорамный обзор на 540 градусов с функцией прозрачного шасси. Машина буквально показывает все вокруг и даже то, что скрыто прямо под передними колесами. На сложных каменистых участках это превращается в серьезное преимущество, и движение становится куда спокойнее и точнее. Обновленный внедорожник 2026 года уже доступен к заказу с расширенной линейкой комплектаций.
Две модификации по-прежнему идут с дизельным двигателем, с ценами примерно 34 250 или 36 300 долларов, без учета скидок. А вот бензиновая линейка стала интереснее. Теперь это 3 варианта, и разброс цен там от 29 300 до 33 700 долларов. В итоге рестайлинг Havail H9 получился очень показательной работой над ошибками, без попытки все переделать с нуля. Здесь сохранили главное – раму, полный привод, понижайку и блокировки, то есть всю ту основу, за которую этот внедорожник и ценят. А дальше пошла тонкая настройка под реальную жизнь – комфорт, удобство, ощущение современности. Машина стала спокойнее в повседневности, приятнее в мелочах и заметно более цивилизованной. И именно в этом его главная сила. Он по-прежнему остается про уверенную проходимость и спокойствие вне асфальта, но при этом становится более выверенным, зрелым и ближе к тому образу универсального внедорожника, который одинаково уместен и в городе, и за его пределами. Вот и финиш этого выпуска, но впереди еще много интересных обзоров. Ваш лайк и подписка – топливо, которое держит наш канал в движении. Делитесь мнениями в комментариях. Вместе мы делаем контент еще ярче. Желаем вам удачных маршрутов, полного бака и комфортных поездок. До новых встреч на канале.